Всем привет! Сегодня поговорим про митинги, которые прошли по всей России. Более 100 городов, не менее 100 тысяч протестующих и новый рекорд по задержаниям. Так можно кратко резюмировать вчерашние акции, которые состоялись в поддержку Алексея Навального против беспредела. После выхода фильма, вот этого фильма расследования Алексея Навального про гигантский дворец под Геленджиком. В общем, событий, которые заставили людей выйти на улицу, было много. Главное, конечно, это возвращение в Россию и задержание Навального. Напомню, что Навальный был арестован сразу после возвращения из Германии, где лечился от отравления. Вернулся он неделю назад. Навального арестовали на 30 суток, но это не административный арест. Его поместили в СИЗО, в следственный изолятор. Туда помещают людей до суда. Суд, собственно, уже по уголовным статьям у него будет происходить. И как мы видим, какие слухи нам доносятся до нас, публикуются в СМИ, что Навального хотят серьезно посадить. Особенно возмутительный был сам процесс, да, то, что суд над Навальным происходил в отделении химкинской полиции, что условный срок ему хотят заменить на реальный по такому явно сфабрикованному делу и фраше. Да и сам этот условный срок уже давно прошел, и почему сейчас ему хотят поменять, тоже непонятно. Да и причина, почему Навальный не смог явиться и отметиться в полиции, тоже всем понятно. Он находился в Германии, он не скрывался, он не бегал. То есть дело против Навального, те события, которые мы видели, они были такие демонстративно возмутительные, чтобы не было и намека на какой-то объективный и справедливый судебный процесс. Чтобы даже у самых отбитых сторонников Кремля, стабильности и Путина, чтобы даже у них в голове возникла мысль, что происходит за беспредел. А то, что мы видим, в моем понимании, это именно беспредел. Итак, сразу после ареста Навальный обратился к своим сторонникам из зала суда и призвал людей выходить на улицы. Чего боится эта жаба, сидящая на трубе? Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами отлично знаете. Выхода людей на улицы. Не бойтесь, выходите на улицы. Выходите не за меня, выходите за себя и за свое будущее. Штабы Навального по всей России анонсировали митинги в 93 городах. Однако BBC заявила, что протестные акции прошли в 128 городах, и из них в более чем 100 городах проводились задержания. Общее число участников акции по всей России превысило 100 тысяч человек, а число задержанных побило рекорд всех протестных акций Новой России. На утро воскресенья число задержанных было 3324 человека, из них 1320 в Москве и 490 в Петербурге. К 19 часам мониторщики ОВД-Инфо зафиксировали уже около 2000 задержаний по всей стране. Это абсолютный рекорд за все время существования нашего правозащитного проекта. Какие-то похожие цифры были в 2017 году после выхода фильма «Он Дивон». 12 июня тогда задержали около 1800 человек. Но отличительная особенность сегодняшнего дня, то, что творится гораздо больше жести, около 40 журналистов задержали, огромное количество людей задержали очень грубо или избили. Это, наверное, можно уже сравнить с событиями в Беларуси, поэтому так важно поддерживать правозащитные проекты, такие как ОВД-Инфо или наших коллег из правозащиты «Открытки», «Апологии протеста». Каждое, даже небольшое пожертвование помогает нашим защитникам выезжать в отделы и, в конце концов, защищать людей от самого худшего развития событий, потому что все это может закончиться не только административными наказаниями, но и уголовками. Большое спасибо всем, кто делает пожертвования. Понятно, что самая масштабная акция прошла в столице, но началось все на Дальнем Востоке, где на митинги вышли в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Магадане и других крупных городах. На этих митингах собралось от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Протестующие водили хороводы вокруг ОМОНовцев, ходили маршами и так далее. Акции везде прошли по-разному. Например, во Владивостоке были прямо такие довольно серьезные столкновения с ОМОНом. Народ отбивал людей, которых пытались задерживать. ОМОН там использовал дубинки. Там картинка, которая приходила, например, из Владивостока, она прямо поражала своей такой вот жестокостью.
Больше всего задержанных на Дальнем Востоке было в Хабаровске. Там задержали 58 человек. Ну, у Хабаровска опыт протестов большой. Там люди до сих пор еще собираются и выходят за своего губернатора, за Сергея Фургала, которого арестовали и этапировали в Москву. Дальше протесты пошли по всей стране по мере смены часовых поясов. В Якутске, мой любимый Якутск, опять удивил, потому что, чтобы вы понимали, в Якутске золотые люди, в Якутске самые смелые люди. В Якутске люди вышли на акцию, и им не помешал мороз 52 градуса. И вот даже в этом морозном тумане, во время таких морозов, действительно такой туман, даже в этом морозном тумане, даже в этих нечеловеческих экстремальных условиях, якутские менты задержали 30 человек, которые вышли на улицы города против беспредела. Это, конечно, феноменально. Якутск, вы молодцы. Просто супер лайк Якутску. Интересно, протесты прошли в Иркутске. Там собралось несколько тысяч человек. И они совершенно мирно, огромной толпой, вот на контрасте, опять же, да, говорю, везде по-разному происходило. Если во Владивостоке мы видели довольно-таки серьезные стычки, то в Иркутске несколько тысяч человек просто маршем, без какой-либо полиции, прошли по городу огромным маршем. Потом собрались около здания областного правительства, и там такой прошел импровизированный митинг. В Иркутске, говорят, задержали всего 6 человек. Я не видел, когда и как их задерживали. Я следил внимательно за трансляцией. Но Иркутск прямо поразил меня тем, что там все происходило так довольно мирно. И хороший пример, да, что будет, если людям не мешать? Что будет, если не будет беспредельного Вентилова? Все нормально будет. Люди выразят свое мнение, люди выйдут на улицу. Это право на протест, хочу напомнить, это совершенно нормальное право гражданина. Интересно было в Улан-Удэ. Там сообщается о 4 задержанных. И также говорят, что протестующие смогли их освободить, собравшись у здания полиции. Довольно мирно прошел митинг в Томске, где, как предполагается, Навального прошлым летом отравили новичком. Там собралось от нескольких сотен до пары тысяч человек, а задержаны было всего 6. Самый масштабный сибирский митинг состоялся в Новосибирске. Там собралось более 3000 человек, а силовики действовали максимально агрессивно. Одному из избитых ими мужчин потребовалась срочная медицинская помощь. По числу задержаний, а их здесь было 96, Новосибирск уступил только Москве и Петербургу. Вдобавок, по сообщению издания Тайга-Инфо, задержанных час продержали на 20-градусном морозе. В Екатеринбурге при 30-градусном морозе на акцию собралось до 7000 человек. Здесь акция больше часа шла мирно, но когда люди стали расходиться, начался жестокий разгон протестующих. Часть из них силовики положили лицом в снег на льду городского пруда. УВД-инфо сообщает о 8 задержанных. В Самаре пожилая участница митинга грозила сотрудникам Росгвардии деревянным крестом. В Саратове протестующие пытались прорваться в здание областного правительства. Один из участников акции попробовал выбить дверь в здание ногой, но его остановили другие протестующие. В Симферополе акцию в поддержку Навального не смогли даже начать. Этому помешали казаки, которые с самого утра начали патрулировать центр города. В список лидеров по числу задержаний вошли Воронеж, 92 человека, Нижний Новгород, 90 человек, Казань, 88. Но понятно, что все это не сравнится с Москвой, где называют цифру 1320 задержанных. Ну и Петербург 490 задержанных. Здесь есть интересный момент. Знаете, часто на митингах слышишь фразу «всех не задержат, всех не арестуют». Действительно, по числу задержаний есть предел. У московской полиции, говорят, 1500 человек. Это максимум, который они могут задержать, потому что больше нету ни автозаков, ни мест в отделениях полиции в спецприемниках. Потому что вы человека не просто задерживаете, да, его нужно оформлять, его нужно куда-то везти и так далее. Так вот, максимум, который может переварить московская полиция, это 1500 человек. То есть вчера Москва вплотную приблизилась к этой цифре. 1320 задержанных. Данные по числу участников протестов в столицах разнятся. Так МВД заявило всего о 4000 человек на митинге в Москве. Здесь вообще как-то интересно. Вот с одной стороны мы видим 1300 задержанных. С другой стороны, мы видим МВД, который говорит, что было всего 4000 человек. То есть, получается, задерживали каждого третьего. Ну, понятно, что это глупость. Мы видим кучу фотографий, где стоит огромная толпа, и даже из этой толпы все равно вытягивают какие-то единицы людей. Не каждого третьего пришедшего на митинг задержали. Вот. Поэтому сразу понятно, что 4000 — это откровенное вранье. Какие еще есть цифры? Агентство Reuters
международное агентство, оно насчитало 40 тысяч человек. Белый счетчик назвал цифру в 20 тысяч человек. Сказать, сколько точно людей вышло в Москве, наверное, невозможно. Может быть, где-то в архивах московской полиции мы потом увидим какие-нибудь кадры с вертолетов и этих вот камер, где посчитано реальное количество протестующих. Я думаю, там Путину они должны какие-то реальные цифры докладывать. Я не знаю, может, какие-то чиновники наверху, они знают реальные цифры. Вот. Но понять это простому наблюдателю очень сложно, потому что вот я находился в толпе. И ты видишь море людей. Ты видишь в одну сторону до горизонта люди, в другую до горизонта люди, забитые все тротуары, все дороги, там переулки и так далее. Потом начал звонить своим друзьям и выяснил, что многие, они просто гуляли по Тверской, там от Белорусской, от Маяковской, около Манежки. Многие просто не пошли на Пушкинскую, а гуляли там по центру города. Действительно, сложно сосчитать, сколько именно людей принимало участие в протесте. Но по своему опыту скажу, что людей было много. И если принять такую стандартную практику, когда московская полиция где-то в 5 раз занижает число участников, то получается те самые 20 тысяч, которые насчитал белый счетчик. Я тоже даю оценку где-то 20, 25, может быть 30 тысяч. Где-то вот около 20 тысяч крутится. Людей действительно было много. Для несанкционированного митинга зимой, когда погода так себе, во время коронавируса, людей было очень и очень много. В Петербурге, говорят, было 10 тысяч протестующих, но «Медуза» дает вообще 35 тысяч протестующих в Петербурге. В Питере, кстати, власти стали заранее готовиться к акции, перекрыв для пешеходов 3 моста через Неву, а также закрыв для выхода 2 станции метро в центре города. Еще до старта акции было задержано 28 человек, среди которых были журналисты и блогеры. На самой акции какое-то время столкновений с полицией удавалось избегать, но в итоге все равно закончилось жесткими задержаниями. Причем полицейские порой применяли чрезмерную жестокость к протестующим. Ну, наверное, один из самых возмутительных случаев это когда сотрудник полиции, там непонятно какое там подразделение, это Росгвардия, ОМОН, там, да, когда сотрудник полиции недалеко от площади Восстания сильно ударил женщину ногой. Я думаю, вы видели эти кадры. Это просто, ну, какой-то вопиющий пи***ц. То есть представить, что в голове у этого человеком, ну, не знаю, надо его называть человеком или нет, который идет, видит стоящую перед ним женщину и который просто ногой ее со всей силы наносит ей откровенно такой удар, не чтобы ее оттолкнуть, да, а чтобы ее просто уничтожить. Это просто вопиющий случай. В итоге эта женщина оказалась в больнице, врачи диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка. Эта запись многих возмутила, потому что люди не готовы терпеть такую жестокость, не готовы терпеть такое насилие. Многие люди были возмущены этой записью, и уже после ее обнародования полиция заявила, что проводится проверка, что они пытаются найти того, кто запечатлен, кто нанес этот удар. Также говорят, что какой-то руководитель полиции Петербурга приехал к этой женщине и официально принес ей извинения, заявив, что это не методы работы петербургской полиции. Надеюсь, что это действительно не методы работы петербургской полиции, и что человек, который запечатлен на этой видеозаписи, человек, который нанес удар этой женщине, что мы узнаем, как его зовут, мы увидим его лицо. И что этот человек не то, что будет уволен из органов, а он понесет реальное наказание. Потому что должен быть четкий сигнал, и мне кажется, это в интересах вообще всех, да, что беспредел не должен происходить. Что вот эта вот звериная жестокость полиции, да, что мы не можем с ней мириться. Это неправильно. Я не хочу, чтобы у нас происходило то, что происходит на улицах Беларуси, чтобы у нас начинался какой-то откровенный террор против мирных протестующих. Против людей, которые не делают ничего, что угрожает как-то безопасности тех же самых сотрудников полиции. Ну а теперь давайте посмотрим, что происходило в Москве. Я в Москве присутствовал с самого начала на акции, я был в самой гуще событий. Сейчас я расскажу, что лично видел я, какие у меня это вызвало эмоции, и чем вот эта вот акция «Московский несогласованный митинг», чем она отличалась от других подобных акций. Итак, в Москве задержания начались еще за 1,5 часа до старта акции на Пушкинской площади. Туда начали приходить люди и начали народ как-то винтить и задерживать. Пока людей было мало. Здесь нужно
наверное, рассказать немножко про предысторию, если вы помните. Перед этим митингом мы увидели такое запугивание. Даже мэр Собянин выступил, где сказал, что родителям надо следить за детьми, не ходите, полиция будет все это жестко подавлять и так далее. На 23 января распространяются призывы к незаконной массовой акции, считая ее проведение недопустимым. Нужно понимать, что мы еще впереди, друзья, поскольку это не последняя акция. Впереди мы с вами увидим еще очень много запугивания, очень много страшилок. Единственная цель всех вот этих вот страшилок, что будет месиво, полиция будет по всем стрелять там и так далее, и так далее. Единственная цель у всех этих страшилок, чтобы вы не вышли на улицу. Страшилки нужны для того, чтобы вас запугать. Решение о том, как разгонять митинг, какие спецсредства применять и так далее, они всегда применяются по обстоятельствам. Если на улицу выходит 10 человек, то их можно отдубасить дубинками, забрать там и так далее. Если на улицу выходит 10 тысяч или 100 тысяч человек, то их дубинками уже не разгонишь. Еще раз, ресурс московской полиции, как и любой полиции, он ограничен. И они могут эффективно работать против там небольшой горстки, особенно радикальных протестующих, потому что вроде как это понятно, да, если в тебя летят бутылки, ты тоже можешь там дубасить их в ответ дубинкой, и вроде это понятно. Когда на площади собираются подростки, женщины, старики, обычные люди, без оружия, мирно, когда они имеют на это право, в соответствии с Конституцией, у каждого человека есть право мирно, без оружия собираться, и люди борются против беспредела. Применять к ним звериную жестокость не так уж и просто. Да, на примере Беларуси мы видели действительно звериную жестокость. Мы видели террор против мирных граждан. Мы видели, как людей расстреливали. Мы видели, как людей избивали. Мы видели, как отделения полиции превратились в настоящие концлагеря. И мы видим, чем это аукнулось для Лукашенко. Потому что современное общество не готово терпеть насилие. Если вам кажется, что так просто отдать приказ, например, ОМОНу, просто замесить всех, избить там в кровь, переломать им руки, ноги, размазать там печень по асфальту, о чем у нас мечтал, по-моему, Песков, и вопрос решится, то нет. Потому что насилие, оно имеет и противодействие, оно вызывает возмущение, и дополнительная такая эскалация возникает в обществе после этого. Можно вспомнить Майдан. С чего Майдан начался, помните? Когда Беркут украинский избил студентов, которые на Майдане собрались. Их там было немного. Они их избили, и на следующий день люди проснулись и сказали, что мы не готовы мириться с такой звериной жестокостью. И вышли уже не несколько десятков студентов, а вышли тысячи и десятки тысяч. И с этого начался Майдан. Поэтому здесь всегда власть, она внутри себя, да, менты, они внутри себя, они всегда очень четко понимают, где они могут применять насилие, а где не могут применять насилие. И соревнования, вот мы сейчас с вами обсудим, как прошла, например, акция в Москве, там в других городах, да, и соревнования идет, что сейчас власть показывает, смотрите, какие озверевшие были протестующие, как они нападали на ОМОН, мы сейчас возбудим уголовные дела, как так можно. А с другой стороны, общество, которое внимательно следит за любым фактом неоправданного насилия со стороны силовиков. Так вот, ходили слухи про то, что мы увидим белорусский сценарий, что будет просто там какая-то жестокость и так далее. В итоге мы действительно увидели довольно жесткую работу полиции. Такую, наверное, какую мы не видели раньше. Да? Ну, то есть, к примеру, резиновые дубинки применяли просто на раз-два. Если раньше применение дубинок это было прямо что-то такое вот из ряда вон, то теперь ОМОН, полиция, они дубинки использовали вообще не задумываясь. Но, к счастью, мы пока еще не дошли до откровенного террора, который мы видели в Беларуси. Да? Мы не видели ни гранат, ни слезоточивого газа, мы не видели резиновых пуль и всего того и ужаса, который мы видели в Беларуси. И я очень надеюсь, что не увидим. Итак, за несколько часов на Пушкинской площади начали задерживать людей, когда это было еще делать просто, потому что когда народу немного, ты там по одному выхватываешь, и вроде как-то все рассасывается. Задержали меня. Меня задерживали 2 раза. Как только я пришел, я не успел прийти
меня сразу же просто подбежала такая группа, там выбегает такая вот группа обычно этих сотрудников полиции, там второй оперативный полк, который обычно на митингах работает, они подбежали, сразу меня схватили, потом увидели пресс-карту, я работал как журналист, у меня увидели пресс-карту, и меня, не доводя до автозака, меня отпустили. Второй раз меня задержали уже серьезнее, буквально через несколько минут мне даже показалось, что это те же самые люди. И у меня возникло ощущение, что они меня задерживали специально, потому что они целенаправленно. Я стоял уже в глубине толпы, я ничего не делал, то есть меня нельзя было схватить случайно, они меня шли, искали, они все-таки меня увидели. Меня задержали. Довольно грубо. Так, мне сломали микрофон, я не сопротивлялся, потому что понятно, что сопротивляться. Было понятно, что они видят, что они задерживают журналиста. У меня там кучу камер, линзы, ноутбуки, то есть у меня вот кучу техники, я там фото, видео, все снимаю. И они понимают, что это журналист, и там есть специальный человек, который отвечает за прессу. Они обратились к этому человеку, говорят, здесь журналист, что с ним делать? Обычно в таких случаях, как показывает там опыт моих коллег, сразу же отпускают. То есть они, как видят, что журналист, они говорят, ладно, иди там все, иди дальше там работай. В моем случае начали кому-то звонить. Начали проверять, и я минут 20 там, наверное, простоял, может быть, больше, и ждал, как решится моя судьба. В это время мимо меня проносили там людей, задерживали, я там старался так аккуратно все это дело снимать, пока ждал. Ну вот 20 минут я там постоял, после чего сказали, что мне тоже принесли извинения, сказали, что все нормально, извините, ошиблись, вы можете идти работать. Вот. И я дальше пошел работал, больше никаких инцидентов у меня не было. Дальше людей стало все больше и больше, люди там показывали плакаты, полиция выдергивала из толпы там случайных людей, более-менее там активистов. Причем иногда выводили по какой-то непонятной причине. То есть они, как там происходит, такая там толпа или полицейских, или такая группа этих ОМОНов, она просто врезается в людей, куда-то идет, да, и просто выхватывает, я не знаю, по какому признаку. Мне, кстати, показалось, что девушек старались не задерживать. Задерживали в основном молодых людей. Я не знаю, есть ли где-то такая вот гендерная статистика по задержаниям, но вот прям было видно, что девушек они прямо чуть ли не специально игнорируют. Задерживают в основном молодых людей. Но вот в чем отличие от прошлых акций, да, если раньше всегда задержания они происходили так вот безнаказанно, можно сказать, то в данном случае, вот в этот раз было довольно много случаев, когда люди отбивали задержанных. Как это происходило? Людей было очень много. Еще раз, там несколько прямо вокруг памятника, там стояло несколько тысяч человек очень плотно. И когда группа полиции, вот она врезалась куда-то, ее окружали и не давали задерживать людей. То есть людей как могли отбивали, и, наверное, вот, кстати, там процентов 20-30 задержаний, их удавалось, протестующие отбивали свои. Уважаемые граждане, данное мероприятие является незаконным. Полиция и ОМОН поэтому сразу применяли дубинки. Они сразу пытались вот отсечь, делать какую-то такую буферную зону, но и это не получалось. И были реальные столкновения. То есть народ уже просто так не терпел беспредел, не терпел вот эти вот беспричинные задержания. Еще раз говорю, задерживали много случайных людей. Чтобы вы понимали, вот сейчас будет просто небольшое вот отступление. Видео появилось в ТикТоке, как какой-то вот космонавт пытается задержать вот пару совершенно на ровном месте. Посмотрите вот это видео. Вам заплатят за это, да? На каком основании стояли на обочине? Все. Ради людей, пожалуйста. Вы же людей защищаете. Слушай, подожди, чувак, а тебе палку надо зарубить или что ты хочешь, а? Честно. Вот скажи, пожалуйста, ты хочешь палку зарубить? Ну забери меня тогда, пусти. Если тебе палку зарубить, я пойду спокойно с тобой. Пойдем? Пошли. В машине ты палку рубишь. Ну, то есть вы понимаете, да, никакого повода не было. То есть они просто вот у них система, нужно задерживать, то есть им все еще жрать. Знаете, как кролик, жрет травку. Вот так вот и они. Вот это вот видео, да, где он просто берет совершенно случайного человека, совершенно левого человека. Это очень хорошо характеризует, как задерживают людей. И это беспредел. Потому что есть закон.
есть закон, люди ничего не нарушали. Они не бьют витрины, не переворачивают машины, ничего. Они собрались, чтобы выразить свой протест, имеют право, имеют право. Они не делали ничего противозаконного, они никак не нарушали общественный порядок, они просто стоят, их задерживают. Поэтому, когда сейчас начнется наверняка дискуссия, а вот они там отбивали, они там что-то, вот они там как-то тоже применяли по отношению к ОМОНу какую-то силу, здесь нужно понимать, что, что было там первопричиной. Естественно, беспредел возмущает. И сотрудники в форме, сотрудники ОМОНа и полиции, они не могут творить беспредел. И когда люди, стоящие на площади, они видят, я понимаю, что их это возмущает. И вот это вот попытки отбивать своих, они вполне естественны. Их было в этот раз много. Же сил нет терпеть у страны, у всей 20 лет! 20 лет один и тот же дед сидит! А им-то чего? Еще 20 он просидит! У меня сын растет, мне стыдно перед ним! Будет! Если когда он вырастет, то этот дед будет сидеть. Но в какой-то момент пришла команда зачищать площадь, они начали как-то оттеснять народ, выдавливать. И здесь, опять же, как работает полиция. Да? Когда у вас собирается толпа, Тверская и Пушкинская не самое удачное место, потому что люди, они отсечены. Там есть подземный переход, широкая Тверская, все перегорожено, и люди на таких маленьких островках стоят, они не могут объединиться, поэтому полиция в какой-то момент просто начала их выталкивать и раскидывать по разным переулкам. Тактика, она не первый раз применяется, смысл которой: толпа дезориентирована, она не может собраться вместе, и кто-то идет по бульвару, кто-то идет по Тверской, кто-то идет в одну сторону, кто-то идет в другую сторону. То есть толпа начинает разбредаться по городу, где опять же ее блокируют, опять разделяют на мелкие группы, опять блокируют, разделяют, и то есть народ начинает так рассеиваться, ну и постепенно, видя, что людей становится все меньше и меньше, люди начинают разъезжаться по домам, и протест сходит на нет. В какой-то момент толпа начала вываливаться уже там на проезжую часть, потому что на тротуарах всем места не хватало, когда началось это выдавливание, толпа вот она вот эти вот металлические заграждения повалила, вышла на проезжую часть, начала там строиться, и там, наверное, вот на Страстном бульваре, в начале бульвара, произошли такие вот самые, наверное, одни из самых таких жестоких противостояний. Там было не очень много ОМОНа, но, видимо, ОМОНовцы они были как-то напуганы, потому что они начали прямо дубинки применять от души. Я потом уже, когда все улеглось, я увидел поломанную дубинку. То есть это как надо бить дубинкой, чтобы дубинка сломалась. Вот. И интересный момент, кстати, я думаю, вы увидите по федеральным каналам, это различных там пропагандистов, много кадров озверевших протестующих, которые там нападают на ОМОНовцев. Такие, к сожалению, были какие-то странные люди, я не знаю, это протестующие или специально какие-то там подментованные провокаторы, которые должны были сделать картинку. Вот. К сожалению, да, были люди, которые вели себя, ну, прямо не совсем корректно. Вот. Но был и такой случай, когда сотрудник полиции оказался в толпе, оказался в центре толпы, и я видел, вот этот сотрудник полиции, вот сейчас его, посмотрите, его протестующие выводят, ему там закрывают голову, он потерял шапку. Его там никто не трогал. И его мирно выводят и отдают вот к своим. И это как раз вот показатель того, что абсолютное большинство собравшихся людей, вот что вам сейчас не говорили, они были настроены очень мирно, они были против беспорядков или еще чего-то. И люди скандировали лозунги «Мы без оружия». Да, они, когда кто-то пытался применить насилие, там, да, когда там какой-нибудь один полицейский оказался окружен, да, другие их останавливали, говорили: не надо, мы не должны быть такие, как они, мы не должны на эту жестокость звериную отвечать там тем же самым, не надо, да, и они выбили этого сотрудника полиции. Таких случаев тоже было несколько, это важно зафиксировать, что это не толпа головорезов собралась на уличные беспорядки. Что были разные ситуации, но в целом люди вели себя максимально корректно, насколько точно можно было вести в этой ситуации. Да, там кто-то кинул фаер, да, кто-то там кинул эту дымовую шашку, но опять же, ну кинули фаер и кинули фаер. Я не считаю, что кинутый фаер это прямо какое-то, там какое преступление. А вот проломленные головы и кровь на асфальте, это уже возникают вопросы, да, как работает полиция и насколько оправданы вообще вот эти меры, насколько оправдано то насилие, с которым вчера столкнулись люди. Ну и показательная история, что глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев не увидел нарушений в задержаниях на акциях.
Кто не знает, там вообще чем занимается в Совете по правам человека, если для них происходящее в порядке вещей. Он сказал, эти акции незаконны. Мало того, что они не согласованы, так они проходят в период эпидемии. Конечно, надо говорить о законности акций, а не о задержаниях. Я абсолютно не вижу нарушений. После того, как людей начали вытеснять с Пушкинской площади, они начали разбредаться по городу, кто-то пошел по Тверской, по Дмитровке, по каким-то центральным улицам. Я с довольно такой большой толпой пошел по бульвару вниз в сторону Трубной. Так, и на Трубной все-таки полиция блокировала дорогу. Там на Трубной встретил ОМОН выстроился и раздался приказ, чтобы люди шли к Садовому кольцу, чтобы не в центр. Соответственно, они огородили не Глинную улицу, огородили, закрыли проход дальше по бульварам, и людей начали выдавливать на Цветной бульвар, где состоялся такой вот второй в плане жестокости вот эпизод, да, когда много людей скопилось на Цветном бульваре, на Трубной, на ступенях цирка. Там ОМОН уже довольно агрессивно действовал, может быть, просто уже усталость какая-то говорила, напряжение, может быть, из-за того, что стало темно, и журналистам было уже не так удобно работать, может, они подумали, что в темноте они останутся как-то безнаказаны. Там же, кстати, произошел, наверное, такой вот самый неприятный инцидент, свидетелем которого я стал, как люди напали на машину с номерами АМР. Разбили стекло. Расхерачили АМРовскую. Как позже выяснилось, эта машина принадлежит ФСБ. Ну, там полетели снежки в эту машину, потом как-то что-то произошло, и несколько человек вышли, начали ее бить, сначала бить там ногами, там бампер, что-то сбили зеркало, потом кто-то разбил стекло, в общем, напали на машину, напали зачем-то на водителя. Вначале там было сообщение, что ему снежком выбили глаз. Скорую вам вызовем, скорую, давай его вызови. Есть вода, друзья, вода! Глаз, то ли человеку выбили глаз. Но, как выяснилось, ему там слезоточивым газом просто попало в глаз, и он все нормально с ним, со зрением там все нормально. Вот. Ну, такое было не очень приятное нападение. По его результату, кстати, потом возбудили уголовное дело. Ну и уже после того, как людей выдавили с Цветного бульвара, толпа, довольно большая толпа, пошла, там несколько тысяч человек к Матросской тишине, где сейчас содержится Алексей Навальный. Я не знаю, слышал ли он крики в свою поддержку с улицы, это потом у него надо спросить. Людей там довольно быстро задержали. Это, собственно, были последние задержания вчера в Москве, и на этом акция вчера в Москве была закончена. Расскажите, как вам сегодняшняя акция? Впечатляющая, впечатляющая. Я здесь с 13:30. Я видела, так сказать, мирную и при этом несколько такую бессюжетную часть, которая была на Пушкинской площади. Потом я оттуда ушла, потом я вернулась и обнаружила уже все переулки к Пушкинской перекрытыми, но стало ясно, что центр действия переместился оттуда уже в какие-то другие места. И за этим центром действия я ходила по Дмитровке большой, там видела, так сказать, скитающиеся довольно радостные группы молодежи. Я была на Кузнецком мосту. И вот пришла я на Трубную, и тут стало ясно, что, в общем-то, плохое, что происходит на Цветном бульваре. Тут много людей и очень много ОМОНа, тут происходит задержание. Ну вот говорят, что тут какую-то машину разбили или кого-то побили. Я этого не видела. Я вижу традиционную ОМОНовскую змейку, которая выхватывает людей из толпы. Вижу людей на тротуарах, не вижу людей на проезжей части. Машины едут, машины гудят. Им в ответ тоже машут. В общем, тут шумно и небезопасно. Это вот то, что мы видим сейчас. Сейчас у нас сколько? 6 часов вечера, да? Ну, примерно, да. Да, около этого времени. А какие последствия, по-вашему, будут всей этой истории? Я знаю, мы не гадаем, мы не прогнозируем, но по сравнению... Мы не гадаем, мы указываем на тенденции. Да. Но вы знаете, что за массовые мероприятия без последующих административных и, возможно, уголовных дел, я думаю, что и без этого не обойдется. Но дальше у каждого дела своя судьба и своя траектория. Кто-то отбивается, кто-то менее удачно отбивается. На массовые беспорядки ничто из происходящего не тянуло, очевидно. Но какие-то индивидуальные дела по броску снежка в ОМОНовца, а может и что-то посерьезнее. Я не утверждаю, что я видела все, что здесь происходило. Как обычно, один свидетель, он видит только то, что происходит непосредственно вокруг него. Он видит деревья, даже одно дерево, но не видит леса. Поэтому, когда общая информационная картина станет ясна, то станет понятнее, что здесь, какие были эпизоды насилия, если были, и что из этого можно сделать
в процессуальном смысле. Учитывая, что вы посещаете не первую акцию... Ох, не первую. И да. что-то мне подсказывает, не последнюю. Реакция вот на задержание Навального и на то, что произошло на расследование, которое он выпустил, это вы ждали будет больше людей, меньше людей? Довольны ли вы москвичами? Я не делаю такого рода предположений. Я бываю довольна, когда такого рода акции проходят мирно. Мне не нравится задержание, мне не нравятся драки и вообще никакое препятствование мирному сбору граждан без оружия мне не нравится. По крайней мере, первую часть дня, скажем так, все, в общем, более или менее соответствовало моим представлениям о прекрасном. И люди вышли, и полиция стояла, и никто никого не обижал. Судя по всему, когда стало темнее, события стали развиваться как-то более бурно. Но тут, опять же, надо видеть общую информационную картину. Мне она пока не видна, именно потому что я целый день нахожусь здесь внутри. Привет, Илья. Максимальное рекордное количество митингующих в разных городах России – это, безусловно, заслуга организаторов этих митингов. И, конечно, хотелось бы назвать и поздравить организаторов митингов с их успехом, но кого поздравлять, кого называть, я не знаю. Лидеры фонда борьбы с коррупцией, начиная с Навального и заканчивая, там, не знаю кем, Кирой Ермыш, играли абсолютно пассивную роль в эти дни. Реальной организацией митингов занимались те люди, особенно в пятницу накануне, когда раздували эту безумную адскую информационную кампанию на тему «они втягивают детей в протесты». И не только телевидение, там, интернет, газеты и так далее, но и родительские чаты, и административная рассылка писем из каких-то департаментов образования, физкультуры, там, всего на свете. Вот дети. В общем, подогревали, нагнетали, раздражали, бесили людей, и я понимаю прекрасно, что, не любя Навального, вот именно после вот этого промывания мозгов, а не втягивать детей, даже я бы вышел. Отдельно стоит поговорить о возрасте протестующих. Напомню, перед акцией все пропагандоны дружно рассказывали о том, как на акцию заманивают детей, что протестующие — это просто несмышленные школьники, которых обманули какие-то злые провокаторы соцсетей. Ну разве нормально рассылать приглашение на участие в митинге 23 числа детям там 10 лет, 13 лет? А подросток на митинг мы сняли отдельный ролик, который покажем чуть позже. А пока могу сказать, что, например, по данным телеканала «Дождь», несовершеннолетних на акции в Москве было всего 10%. Медианный возраст 31 год, то есть половина участников было моложе 31 года. Но, однако, всего 10% участников были 18 лет или моложе. Еще стоит отметить то, как власти пытались помешать освещению акций в СМИ. Тут силовики действовали с ощущением собственной безнаказанности и творили, что хотели. Например, издание «Медуза» сообщило, что корреспондента Кристину Сафонову ударил боец ОМОНа, хотя девушка выполняла журналистскую работу и была в жилете с надписью «Пресса». Журналистку «Новой газеты» Елизавету Кирпанову ОМОНовец ударил дубинкой по голове. Всего независимый профсоюз журналистов насчитал 52 случая препятствования работе журналистов. Но зато на федеральных каналах вчера все было в порядке. В новостях делали упор на участие в акциях несовершеннолетних, которых, еще раз, практически не было. Я присутствовал в самой вот толпе, где только можно. Я практически не видел там детей, вообще не было детей. А подростков, кто вот явно младше 18 лет, ну, может, какие-то единичные были случаи. Интересно, что Первый канал и Россия-1 в качестве подтверждения своих слов показали некую Кристину из Красноярска. Видимо, больше несовершеннолетних им найти просто не удалось. Меня зовут Кристина, я в 10 классе. С какой целью вы пришли на данную акцию? Сказали, что будет классная тусовка. Увидела в ТикТоке, в Инстаграме. Пришла посмотреть. И вы просто пришли, то есть вы не понимаете, что происходит? Да нет, но люди стоят, обещали тусовку, но какой-то тухляк. Еще, конечно, все государственные СМИ рассказали о влиянии американских спецслужб на протестующих. Ведь, по мнению властей, люди в России не могут быть недовольны полицейским беспределом, пока им об этом не скажут американские спецслужбы. То есть, видимо, все, кто вышли, их координировали американские спецслужбы. Очень интересно. Ну и, наконец, московские власти обнаружили среди тысяч митингующих 19 человек, зараженных коронавирусом. Просто недопустимое поведение. Да, ну и государственные СМИ сразу же предположили, что все участники акции заполнят больницы. Ну и отдельным цинизмом было упоминание пропагандонами
дружелюбных полицейских, которые дружелюбно били людей дубинками по голове. На улицах Москвы росгвардейцы раздавали печенье и горячий чай, прохладно все-таки, и, конечно, медицинские маски. У молодого человека случился приступ эпилепсии, откачали люди в погонах. В Москве случайный прохожий потерял 9-летнюю дочь. Вокруг незаконная акция, оказалось, найти ребенка невозможно. Нашли. Уголовных дел уже много. В Москве пока их 3, но я думаю, этот список, к сожалению, не конечный. Журналисты уже говорят, что это будет снежное дело, в том числе и из-за снежков. До этого мы видели, там были дела за брошенную бутылку и так далее. Но полиция говорит уже о каких-то более серьезных инцидентах. Например, возбудили дело из-за нападения на росгвардейца в районе Сретенского бульвара, нападения на ОМОНовца на Пушкинской площади. Ну и вот история с этим автомобилем ФСБ. В Петербурге завели дело о нападении на сотрудника ГИБДД, который во время митинга получил от мужчины удар в лицо. Это, кстати, какая-то вообще удивительная история. Я не знаю, ну это, видимо, какой-то либо больной, либо сумасшедший, либо какой-то подментованный провокатор, потому что подойти на ровном месте, ударить ГИБДДшника, который что-то там регулирует, я не знаю. Ну такой подарок пропаганде, который будет говорить: посмотрите, какие эти протестующие ужасные и отвратительные все люди, как просто звери, да. Но на самом деле, я как человек, кто находился среди протестующих, могу сказать, что этот случай возмущает и меня, да, и это точно не лицо, это точно не лицо протеста, вот этот странный человек, который зачем-то напал на сотрудника ГИБДД. Я вот против всей такой херни, и я не понимаю, кто это за человек и зачем он это сделал. В ответ на то, что он попытался меня схватить за плечо, я ударил его кулаком в лицо. В Новосибирске задержали мужчину за призывы к массовым беспорядкам. В Ростове-на-Дону по той же статье 17-летнего юношу задержали. Также дело о призывах к беспорядкам возбудили в Татарстане, пока еще о задержанных там не сообщается. В Владивостоке 28-летний мужчина задержан за избиение нацгвардейца. Также там заведено дело об угрозе безопасной эксплуатации транспорта. Ну и, конечно же, открыли межрегиональное дело о привлечении несовершеннолетних к участию в протестах через соцсети. Я думаю, по этому делу сейчас начнут тягать сторонников Навального, в том числе и в регионах. Итак, подведем итог. Во-первых, впервые в поддержку Навального вышло столько людей в регионах. Раньше он считался таким больше московским политиком, но десятки тысяч протестующих по всей стране говорят о его популярности и за пределами столицы. Во-вторых, рекордные задержания, да, показывают, что есть проблема, и я не вижу, в чем причина было согласовать легальный митинг, согласовать акцию. Мне кажется, те события, которые сейчас в стране происходят, тот запрос, который есть у общества на справедливость, на борьбу с беспределом, совершенно нормально, что должен быть большой легальный митинг, на который придут там десятки тысяч людей, чтобы высказать свое недовольство. Я напоминаю, что протест — это совершенно нормальная форма для выражения недовольства, для контроля общества над государством, и это очень важный инструмент. Потому что в отсутствии контроля начинается разбалтывание, начинает процветать беспредел. А если меня вдруг смотрят какие-нибудь сторонники Путина, Кремля, да, противники Навального и оппозиции, вы должны понимать, что беспредел, он не выбирает своих жертв. И беспредел коснется вас, возможно, в первую очередь. Не думайте, что вас это обойдет стороной. Обязательно вы с этим столкнетесь. И именно поэтому протест, как такая мера, ответная мера на беспредел, на чрезмерное насилие, за неоправданные задержания, аресты, за фальсификацию выборов и так далее, это совершенно нормальная форма. Ну и, конечно, нельзя не отметить расширение числа протестующих. В этот раз мы увидели феномен ТикТока, сколько людей пришло с ТикТока. По данным «Дождя», 44% участников вчерашней акции в Москве, они вышли вообще на митинг впервые. Да, это такое очень серьезное, небывалое расширение участников протестов, довольно тревожный для власти сигнал. Посмотрим, что будет дальше. Сторонники Навального уже анонсируют новые акции. Посмотрим, как они пройдут, как отреагируют люди. Ближайшая неделя, она будет очень показательной, потому что власть сейчас покажет, как она будет отвечать. Мы увидим сейчас какие-нибудь уголовные дела, задержания, еще что-то. Посмотрим, как общество отреагирует на довольно жестокий разгон этих митингов, опять же, на задержание, на уголовные дела. И что будет дальше. Спасибо, что смотрели, друзья. Участвуйте в политике, не оставайтесь равнодушными. Не терпите беспредел. Это очень важно. Я всех люблю, обнимаю. Подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Всем пока.